полседьмого утра. Доливаю воду и стартуем. Ну, переход Гольфстрима всегда событие волнительное. Тем более такой, в общем-то, все-таки ветер опять поменялся. Приобрел таки он немножко северную компоненту, волны будут. И это хорошо. Все-таки я же на космическом корабле, а они все на ванных тузиках. Ну что, сейчас начнется самое веселье. Не все удачно началось. Просто стоят, конечно. Хотел я поставить спиннекер пол. К ней в комплекте идет 3 веревочки. Одна есть, а 2 нет. Пипец какой-то просто. Все перерыл. Нет веревочек. Вот такие должны они быть. Ими спиннекер пол привязывается к клитам. Лежали там. Эх, жесть. Ну ничего. Веревочки дело покупное. Но нам надо как-то все-таки попасть в Форт Пирс. Для этого чего мне пришлось? Вместо того, чтобы идти вниз по ветру. Теперь к ветру 40 градусов правей. Ну это да, конечно, Форт Пирс. Но Гольфстрим меня снесет. Наверное, где-то я вот здесь окажусь. Придется сделать поворот и туда. Не знаю пока. Либо вот как тот джентльмен с одним парусом, медленно и величаво. И завтра я, глядишь, буду в Форт Пирс. Хотелось бы, конечно, пораньше. Не знаю, что делать. Надо помедитировать. Вот тот кораблик сделал так же, как я. Поменял галс, добавил грот, поставил грот и таким же курсом, как я. Ну, что делать? 3 часа ночи завтра я буду там. Через 20 часов. При таком-то вот раскладе. Но это ничего страшного. Форт Пирс хорошо размеченный, хорошо подсвеченный заход. Я там был уже один раз. Давно, правда, но помню примерно, как дела там. Даже как-то все стало более-менее. То есть, если вот сюда зайду и Гольфстримом меня снесет, может быть, куда-то вот сюда максимум. Блин, еще время только 7 утра. Надо проснуться. Ну, даже как-то грустно покидать Багамские острова. Это удивительное место. Побывал я практически на всех островах Карибах. Turks and Caicos, все прекрасные места. И по-прежнему считаю, что лучше Багамских островов для яхтинга нет. Ну уж больно потрясающая вода и песочек. Вот нет такого нигде. Ну, где-то есть, да, там какой-то отдельный пляж где-нибудь там на Мартинике. Гренадины, конечно, очень красивые, но такое изобилие, как на Багамах, и такое уединение, и такое умиротворение только здесь. Ну, есть свои сложности, конечно. Мелко, очень много мелких мест. Я думаю, что на катамаране, конечно, было бы проще. Это единственная вещь, ну, одна из вещей, которая, безусловно, катамаран выигрывает, это меньше осадка. 7 футов здесь, 2,1 метра, в то время как в 2 раза меньше у катамарана. То есть это и подойти ближе к пляжу, да, и еще там прилив-отлив бывает, да, там на Багамах до 1 метра может быть перепад, прилив между приливом и отливом воды.
А так великолепно. Что надо знать для тех, кто сюда собирается? С едой здесь все неблагополучно, так скажем. Да, есть такие более-менее магазинчики на больших островах. Их не очень много таких. И там, наверное, вы купите минимально необходимый комплект, включая там зелень и так далее. Но вот все, что попадает в категорию вкусняшек, там, конечно, нет. Один раз я только купил прошутто. Салями пару раз не попадалось. Это все. Сыры. Тертый сыр в изобилии. А вот, конечно, это все вот французские сыры, итальянские нету. Шоколад отсутствует, фуагра отсутствует. Вкусные оливки, как мы их любим, кастельветраны, итальянские, зеленые, цельные, отсутствуют. В общем, с собой надо брать. По поводу алкоголя, да. Базовый, минимально базовый комплект есть. Если вы любите крепкие напитки, вы их найдете. Все они в категории меньше $50, конечно. То есть там джин, водка, ром. Для коктейлей, в принципе, сойдет. А вот так вот, чтобы вот вкусить шотландский вискарик, это все с собой везите. То есть все вина с собой. Если вы ценитель вин. Если вы там за $15 какой-нибудь Sauvignon Blanc вас устроит, то да, есть. А так нет. И все очень дорого. То есть все базовые вещи, майонез, кетчуп, все в 2 раза дороже, чем, скажем, в Штатах. Мясо дорогое. Кусочек мяса $30 на одного человека. 35 даже может быть легко. Если свежий. Замороженный может быть 30. Ну, в общем, вот. Ну, а теперь буду умнее. У меня же большой холодильник. Я в следующий раз просто все с собой привезу. Не знаю, когда он будет в следующий раз. Но, конечно же, будет. Вот. Да так хорошо. Всем рекомендую посетить Багамские острова. Если вы без лодки, то можно просто приехать. Можно начать с Нью-Провиденс, да, то есть НАСА, а оттуда уже переселиться, переехать там на островки поменьше. Потому что НАСА, оно так примерно и близко и к Элютро, и к Зумас, и Перри Айлендс, и Гранд Багамас недалеко. В общем, все рядом, плюс очень дешевые внутренние билеты. Можно слетать на любой из островов. Маленькие такие моторные самолетики. Ну, есть паромы. То есть внутри островов ходят маленькие такие моторные лодочки, где за $15 вас с острова на остров перекинут быстренько. Вот, в принципе, все, что я могу сказать. У Багамских островов есть еще одно удивительное преимущество перед Карибскими островами. Здесь не жарко. Здесь не так жарко. Здесь прекрасно днем и прохладно вечером, ночью. То есть, если, скажем, октябрь, ноябрь, Карибские острова, 80 Фаренгейта днем, 82, 85 и 79, 80 ночью. Ну, если вы оказались на якорной стоянке, где нет ветра, это не самый комфортный ночь будет. Хотя встречал людей, которые говорят, а нам без разницы. Ну что, молодцы. Вон дали кораблик. Вот если бы не этот круиз, на который мне надо попасть, круиз из Кейп Канаверал, я бы не стал бы переделать переход в такой ветер. Слабый, не совсем попутный, не совсем правильный. Ну, то есть, вот с таким курсом, когда у нас истинный ветер 155, это долго, медленно, печально. Но море есть море, яхтинг есть яхтинг, и удовольствие-то все равно огромное. Тем более Гольфстрим. Я думаю, в Гольфстриме сейчас будет где-то вот он вот здесь начнется и будет вот до сюда. Вот этот кусочек, это Гольфстрим здесь идет.
Там будет повеселей. Добавится, наверное, 2-3-4 узла скорости. Посмотрим. Это будет мой 5-й переход Гольфстрима на парусной лодке. 4 раза я это делал на Мелоди. И это 5-й раз на этой. Я тут заснул на часик. И дела пошли веселей. Добавился узел к скорости. Хотя богам уже не видно больше. Ну, там что-то. Но это кораблик вдали. До Гольфстрима, я думаю, еще часа полтора. Black flag rising over our land, brothers stand. No more barking now, it's time to take command. Sky of freedom hanging high above our heads. All who stand against us gonna drown in red. Give me a hat, a coat to match, a little life inside my chest. Give me a drink, a throat to catch. The rest don't matter, who cares the rest? Give me a drink, a throat to catch. The rest don't matter, who cares the rest? Рассказываю интересную вещь про навигацию. Как узнать, что лодка в Гольфстриме и появилось течение? Хединг. Это куда смотрит нос лодки. Курс, куда лодка идет. Сейчас они более-менее совпадают, но когда начнется течение, хединг останется прежним, а курс загнется сильно наверх. То есть эта цифра будет расти, она приблизится к 315 примерно, и даже больше. Я думаю, может быть, даже 320, а может и больше. То есть разница между хедингом и курсом будет 20-30 градусов. Поэтому сейчас у меня курс на Дженсен-Бич. Это на миль 10-15 ниже, чем точка назначения. А дальше Гольфстрим раз и поднимет наверх. Гениально, да? Вот. Последнее. Предпоследнее. Кончаются запасы. «26 миль позади». Вот этот центр Гольфстрима. До него еще, ну, наверное, миль-то 10. А пока солнышко хорошо. Жалко, ветер слабый. Но море есть море. How long we gonna drink and waste away? Time to saddle up, it's Judgment Day. With a blade so true, let it strike and fall. From a hail of fire, we'll outgun them all. Give me a blade, a team of steeds, a wagon full of reckless souls. 5 grenades for every man we lead. The rest don't matter, lose control. 5 grenades for every man we lead. The rest don't matter, lose control. Yeah. Charging hard across the fields to Vonis town. They drop like golden wheat as the bullets rain down. On the back it read,
You'll never catch this ride. On the front it warned, you won't leave alive. Give me a hat, a coat to match, a little life inside my chest. Give me a drink, a throat to catch. The rest don't matter, who cares the rest? Give me a blade, a team of steeds, a wagon full of reckless souls, 5 grenades for every man we leave. The rest don't matter, lose control. 5 grenades for every man we leave. The rest don't matter, lose control. Yeah. Ну, может быть, даже и сегодня я попаду в Форт Пирс. Вечером, наверное, уже темно будет, но зато сегодня. Ну, середина Гольфстрима. И ветер немножко стал северней. Нагнал волну такую нехилую, на самом деле. Ее плохо видно, но она тут есть. Вон она идет. Одна с другой. Но... А в остальном отлично. Мне кажется, эта волна там с океана приходит. Метра 3 волна, так по ощущениям. О-о. Вот этот кораблик 55 метров длиной, двухмачтовая яхта, называется Апсара. Видно даже по АИСу, что вышли они из что-то там Майами-Бич, Флорида, и идут недалеко, как в Португалию, в Порту. Ну, ему против ветра, да. Он как бы вот так вот. При этом у него скорость 10 узлов. А у меня 8. Финальные 20 миль. Жалко, ветер стихает. Я боюсь, как бы не пришлось мотор заводить. Семь миль осталось. И последние мили моторсейлинг, ветер совсем стих. Надежды больше нет на ветер. 8-10. Но глубина-то уже 16. Так близко и так далеко. Ну еще мили
2. Уже солнце садится. Ай-яй-яй. Прошел еще час. И вот заход в инлет. Ну, вроде узнаю место-то. Вот эти мне штучки запомнились волнорезом. Там. Ну, вода, конечно, не Багамские острова. Чё ж говорить-то? А еще большая удача. Я сюда попал во время высокой воды. То есть только-только начинается отлив. Очень хорошо. Это вот из-за отлива. Пеликан. Цивилизация, ё-моё. Бары, рестораны, машины. Не, я готов к этому ко всему. Миссия выполнена. Встал на якорь. Форт Пирс. Как раз к закату. 14 часов это меня все заняло. Почти 14 часов. 85 миль за 14 часов. Примерно где-то 6,5 была скорость. Ну да, так и есть. 6-7. Были периоды ускорения, были периоды торможения. Что-то как-то притомился в этот раз. Ну что, надо сходить на берег. Я созрел поесть суши, посетить магазин и насладиться благами цивилизации. На этом все.